Когда эту женщину хоронили, через несколько минут ее семья обнаружила нечто ужасное. Затем, 47 лет спустя, произошло нечто трагическое. Мэри Скотт была обычной девушкой, выросшей в любящей семье в Детройте. Она была милой девушкой с добрым сердцем и очаровательной улыбкой. Однако она страдала эпилепсией, и у нее постоянно случались приступы. После каждого эпизода Мэри надеялась, что это больше не повторится, но всегда был следующий раз. Хуже всего было, когда это происходило в общественных местах. Проходило некоторое время, прежде чем она находила в себе мужество снова выйти на улицу. Тем не менее, Мэри выросла прекрасной молодой леди, трудолюбивой и полной решимости добиться успеха. Вскоре ей исполнилось 30 лет. Она жила в собственной квартире, работала на 2 работах и неуклонно поднималась по карьерной лестнице успеха. Несмотря на это, никогда не знаешь, что произойдет дальше. И однажды Мэри столкнулась с бедствием, к которому она никак не была готова. Однажды утром, летом 1920 года, Мэри проснулась на работу очень поздно, в отличие от всех остальных дней. Она пробормотала что-то себе под нос. На лбу Мэри появились морщинки беспокойства, когда она, наконец, добралась до офиса и села за свой стол. Несмотря на усталость, женщина немедленно принялась за работу. Было уже поздно, когда она, наконец, отправила работу на утверждение. Слишком уставшая, Мэри еле дотащилась до порога своего дома. Поворачивая ключ в замке, она чуть не упала, когда дверь открылась. Женщина бросила куртку на диван и забралась прямо в постель. За всем этим Мэри забыла сделать что-то очень важное. Если бы она только знала, что эта ночь все изменит. Совершенно обессиленная, Мэри забыла принять лекарство. К сожалению, той ночью случился кошмар. Мэри внезапно проснулась, вздрогнув и с трудом переводя дыхание. У нее был очередной приступ эпилепсии. Осознав это, она ухитрилась нажать кнопку сигнализации у себя над головой, надеясь, что это предупредит соседей. В этом случае удача была на ее стороне, но ненадолго. Когда соседи услышали сигнал тревоги, они позвонили в службу спасения и отправились проверить, как она. Оказавшись там, они несколько раз постучали в дверь, но ответа не последовало. Тогда они вломились внутрь и увидели страшное зрелище. У бедной Мэри случился припадок, и она уже была без сознания. В кратчайшие сроки она была доставлена в больницу, где ей оказал помощь доктор Брикс. Когда он проверил ее жизненные показатели, в ней не было признаков жизни, поэтому врач объявил ее мертвой. Когда новость о смерти Мэри дошла до ее сестры, она продолжала надеяться, что все это ей приснилось. Она смотрела широко раскрытыми глазами, ни на кого конкретно не глядя, и вспоминала прошлое. Они с Мэри были не только родными сестрами, но и лучшими подругами. Всего несколько месяцев назад они составили список того, что хотели бы сделать. «Что будет со всеми этими желаниями?» — спросила она, и слезы покатились по ее щекам. Сестра Мэри верила, что все могло бы сложиться по-другому, если бы она была рядом с сестрой в ту роковую ночь. Как только было объявлено о смерти Мэри, ее похороны назначили на 11 часов утра следующего дня, чтобы дать возможность ее сестре, жившей в другом городе, успеть на поезд до Детройта. Этот поезд должен был прибыть незадолго до похорон, и сестра Мэри обещала быть там. На следующий день на похоронах в церкви собрались соседи, друзья и родственники, но сестра Мэри опаздывала. Немного подождав, священник продолжил церемонию, надеясь, что она присоединится позже. После проповеди сестра Мэри все еще не приехала. Все были обеспокоены. Поскольку никто не был уверен, сколько она еще будет ехать и приедет ли вообще, они решили продолжить похоронные обряды. Деревянный гроб опустили в темную яму, и сотрудники похоронного бюро начали засыпать его землей. Когда они проделали почти половину пути, все вдруг услышали громкий плач.
Это была сестра Мэри, и она бежала к могиле. «Я должна увидеть свою сестру в последний раз, моя дорогая Мэри», — причитала она. Она подошла к священникам и спросила, могут ли они поднять гроб обратно. «Дайте мне только в последний раз увидеть лицо моей сестры», — воскликнула она. Всем стало жаль ее. Священники провели короткое совещание и решили удовлетворить просьбу. Деревянный гроб вытащили. Никто из присутствующих не знал, что вот-вот должна была разыграться более масштабная драма. Как только гроб опустили на землю, несколько человек открутили винты, а один из сотрудников похоронного бюро откинул крышку. В этот момент раздался оглушительный грохот. Вместо того, чтобы видеть мертвое тело Мэри, она была жива. Когда гроб открыли, Мэри села и улыбнулась своей сестре. Затем она повернулась лицом ко всем. На заднем дворе церкви царило настоящее столпотворение. Все бросились в разные стороны. Даже священники пытались спастись бегством. Бедная Мэри тоже была в замешательстве. Она не знала, что из-за нее все вели себя как сумасшедшие. Поэтому она выскочила из гроба и присоединилась к гонке, что только усугубило ситуацию. Поскольку Мэри ни за кем конкретно не гналась, она направилась домой, но все, кто попадался ей на пути, просто кричали и убегали. Они думали, что она привидение. До конца дня Мэри заперлась дома. Она еще не понимала, что происходит, но потому как все закричали, увидев ее, она поняла, что должна оставаться дома. Только через 2 дня сестра Мэри наконец набралась смелости вернуться домой и решила остаться рядом с сестрой. Она рассказала обо всем, что произошло, и Мэри поняла, что ее жизнь уже никогда не будет прежней. На следующей неделе Мэри собралась с духом, чтобы поделиться своим свидетельством в церкви, но она боялась, что прихожане отнесутся к этому негативно. Однако сестра призвала ее не паниковать. В то утро они шли в церковь молча. В голове у них роились разные мысли. Когда они подошли ко входу в церковь, последняя скамья была пуста, и они сели там. Все шло хорошо, так как их еще никто не видел, но вскоре кто-то заметил их. Одна пожилая женщина оглянулась и, увидев Мэри, сразу же закричала и выбежала из церкви. Другие прихожане тоже бросились бежать, но некоторые остались. Некоторым из этих людей было просто любопытно. Другие были скептиками, но лишь немногие поверили Мэри. Когда все успокоилось, Мэри дала показания, но, по правде говоря, даже те, кто остался, отказались подходить к ней. Они все еще были напуганы. Но Мэри была рада, что смогла поделиться своей историей. Она не была призраком. Врачи всего лишь ошибочно объявили ее мертвой. Тем не менее, все продолжали говорить, что она скоро вернется туда, откуда приехала. Но Мэри пережила некоторых из этих скептиков. Однако, когда ей исполнилось 70 лет, кое-что произошло. После долгих лет борьбы со своей реальностью Мэри, наконец, смирилась с ней и просто старалась жить полной жизнью, пока не пришло время уходить и на этот раз никогда не возвращаться. Спустя 47 лет Мэри, которой сейчас было 70 лет, ненадолго заболела и 22 мая 1965 года окончательно скончалась. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.